Привет. Хань Ли спрятался там, куда не сунется даже сам пожиратель, в бездне зловещей Ци. Но выживание здесь требует платы, от которой стынет кровь. Во-первых, отчаянный метод на грани саморазрушения. Чтобы выдержать разъедающую тьму, Хань Ли намеренно впитывает ее в себя, силой пробивая заблокированные акупунктурные точки. Это чертовски больно и граничит с безумием, но в его положении выбора нет. Либо подчинить тьму себе, либо сгореть в ней заживо. Во-вторых, на самом дне древние тайны и опасный соблазн. Хань Ли обнаруживает источник всей этой ауры, трупы гигантской крысы и богоподобного серого бессмертного. Он собирает редкие артефакты, но тут же встает перед дилеммой. Его бестелесный спутник-демон Магуан умоляет отдать ему тело бессмертного для создания мощнейшего аватара. Хань Ли запечатывает труп и откладывает решение. И, наконец, мертвое оказывается живым. Расставив ловушку для выкачки энергии из крысиной туши, он в последний момент замечает: огромные глаза открываются. Монстр бросается на него со смертоносной зеленой тенью, и Хань Ли уходит в бой с золотой молнией наготове. В мире бессмертных древние чудовища никогда не бывают просто мертвецами. Реликвии добыты, но сначала ярость ожившего кошмара. А теперь слушаем дальше. Глава 586. Избегая кризиса. Раздался оглушительный грохот, когда, соприкоснувшись с зеленой тенью, разряд золотой молнии с силой взорвался. Вся окружающая местность мгновенно озарилась ярким золотым светом, а близлежащее пространство сильно задрожало. Зеленая тень, вылетевшая из пасти крысы, также была отброшена более чем на 30 метров. Однако она стала совершенно невредимой и, стабилизировавшись, снова бросилась на Хань Ли, на этот раз еще быстрее, чем раньше. Хань Ли немедленно издал громкий рев, призвав свою священную ось мантры, которая начала выпускать вокруг него бесчисленные волны золотых пульсаций. Все в окружающем пространстве, включая бурлящую зловещую Ци и дрожащее пространство, мгновенно замерло, и в этот момент зеленая тень находилась всего в 3 метрах от Хань Ли. На его лбу выступил легкий холодный пот, и он тихо вздохнул с облегчением. Зеленая тень была невероятно быстрой, и, если бы не его молниеносная реакция и силы закона времени, она бы уже определенно пронзила его тело. Он вытер холодный пот со лба, а затем с легким любопытством в глазах начал осматривать зеленую тень. Как раз в этот момент зеленая тень внезапно слегка задрожала, а затем выпустила вспышку яркого зеленого света, который также окрасил в зеленый цвет окружающие золотые пульсации. Хань Ли, увидев это, был очень встревожен, но, прежде чем он успел что-либо сделать, из зеленой тени внезапно вырвался поток грозной силы закона. Затем из зеленой тени выстрелила зеленая линия, которая с ужасающей скоростью устремилась прямо к Хань Ли, рассекая на своем пути золотые пульсации. Однако зеленой линии явно было очень трудно пробиваться сквозь золотые пульсации, о чем свидетельствовал тот факт, что свет, исходящий от нее, быстро тускнел, но, в конце концов, она все же смогла достичь Хань Ли. Внезапно зеленая тень снова задрожала, прежде чем резко стать невероятно тонкой, напоминая лист зеленой бумаги, и она тоже полетела к Хань Ли, оказавшись за зеленой линией, в мгновение ока преодолев расстояние около 3 метров. Прежде чем Хань Ли успел среагировать, зеленая тень уже исчезла в его теле, сразу же после чего превратилась во вспышку грозной зловещей Ци, которая быстро распространилась по всему его телу. Когда зловещая Ци потекла по телу Хань Ли, все его меридианы мгновенно онемели и стали холодными, как лед, из-за чего он был полностью обездвижен и не мог использовать бессмертную духовную силу. Золотой свет, исходящий от его тела, быстро погас, как и окружающие золотые пульсации, и он обнаружил, что полностью окутан слоем слабого зеленого света. Все это произошло в мгновение ока, не дав ему времени среагировать. Его сердце немедленно сжалось, но он сохранял спокойствие, когда его разум начал лихорадочно искать выход из этой ситуации. Как раз в этот момент в его сознании внезапно раздался зловещий смех, и в его сознании внезапно появилась светящаяся зеленая крыса, которая тут же бросилась на его зарождающуюся душу. Глаза золотой зарождающейся души распахнулись, и на ее лице появилось яростное выражение, когда она потерла руки, прежде чем выбросить их вперед, мгновенно выпустив полупрозрачную проекцию меча, которая ударила по зеленой крысе. Несмотря на то, что бессмертная духовная сила Хань Ли была полностью заблокирована, его духовное чувство оставалось свободным, и зеленая крыса была мгновенно рассечена надвое. Однако зеленая крыса осталась совершенно невредимой, и ее скорость ничуть не снизилась, когда она, уже в виде 2 шаров зеленого света, продолжила бросаться на зарождающуюся душу Хань Ли.
Зарождающаяся душа, увидев это, слегка нахмурилась и снова подняла руки, чтобы выпустить пару полупрозрачных цепей, которые в мгновение ока окутали два шара зеленого света, но не стали сжиматься, боясь, что тело зеленой крысы разделится на еще больше частей. Два шара зеленого света тут же начали яростно биться в полупрозрачных цепях, и, несмотря на то, что они не были очень яркими, они были наделены грозной духовной силой. Пока они бились, пара цепей вокруг них начала беспрестанно дрожать, и, похоже, они вот-вот ослабнут. Зарождающаяся душа сложила ручную печать, и две цепи мгновенно переплелись. В то же время появилось еще несколько полупрозрачных цепей, которые тоже быстро переплелись друг с другом. Быстро сформировалась клетка из цепей, и это была не что иная, как клетка духовного чувства Ханли, в которую были пойманы оба шара зеленого света. Два шара зеленого света слились воедино, снова образовав одну зеленую крысу, и на ее лице было встревоженное и разъяренное выражение, когда она изо всех сил попыталась вырваться из клетки духовного чувства, одновременно яростно грызя ее зубами. Клетка духовного чувства беспрестанно дрожала, но держалась. Однако, прежде чем Ханли успел перевести дух, грозная зловещая Ци, которую зеленая тень принесла в его тело, внезапно стала невероятно беспорядочной. Поскольку зеленая крыса была поймана в ловушку клетки духовного чувства, контролировать зловещую Ци было некому, и она пришла в хаотичное неистовство. Хань Ли все еще не мог направлять свою бессмертную духовную силу, но зловещая Ци в его теле, почувствовав постороннюю зловещую Ци, сама вышла наружу. В результате над всем его телом появилось облако плотного черного тумана. Зловещая Ци, выпущенная зеленой тенью, немедленно слилась с черным туманом, окружавшим Хань Ли, и облако тумана начало стремительно увеличиваться в размерах, как будто получало грозную подпитку. В то же время искусство зловещей души Хань Ли активировалось само по себе и начало быстро поглощать постороннюю зловещую Ци. Внезапно на лице зеленой крысы, пойманной в ловушку клетки духовного чувства, появилось выражение ужаса, и она начала отчаянно визжать в панике. Зеленый свет, исходящий от ее тела, беспорядочно мерцал, и, по мере поглощения этой посторонней зловещей Ци, тело крысы начало медленно сжиматься, подобно сдувающемуся воздушному шару. Хань Ли, увидев это, слегка озадачился, но затем ему в голову пришла мысль, и в его глазах появилось сложное выражение. Внутри его духовного чувства его зарождающаяся душа продолжала сосредотачиваться на том, чтобы удерживать зеленую крысу в клетке духовного чувства. По мере того, как искусство зловещей души продолжало работать, окружающая зловещая Ци также начала яростно бурлить, прежде чем хлынуть в тело Хань Ли. Более того, грозная зловещая Ци, исходящая от туши гигантской крысы, образовала толстый столб зловещей Ци, который тоже беспрестанно устремлялся в его тело. Внезапно Хань Ли начал испытывать совершенно беспрецедентный приток зловещей Ци. Когда огромное количество зловещей Ци хлынуло в его тело, она образовала огромную волну, которая обрушилась на его закрытые бессмертные акупунктурные точки. Хань Ли был ошеломлен увиденным, но в этот момент он все еще был полностью обездвижен, поэтому мог лишь беспомощно наблюдать за происходящим. Бессмертные акупунктурные точки в его теле начали быстро ослабевать перед лицом этой всемогущей волны зловещей Ци, и они одна за другой начали насильно открываться. Всего за несколько мгновений 3 его бессмертные акупунктурные точки были открыты одна за другой. Хань Ли, увидев это, был в восторге, но его радость быстро сменилась беспокойством, когда его лицо внезапно стало темно-багровым. Из-за того, что его бессмертные акупунктурные точки были открыты так насильно и агрессивно, его меридианы сильно дрожали, и возникшая боль была в бесчисленное количество раз сильнее, чем та, которую он испытывал, когда раньше направлял к своим бессмертным акупунктурным точкам зловещую Ци. Однако он ничего не мог сделать, кроме как стиснуть зубы и терпеть боль. По мере того, как время шло, искусство зловещей души Хань Ли начало работать с удвоенной силой, и вся зловещая Ци, выпущенная зеленой тенью, была быстро интегрирована в его собственную зловещую Ци. В этот момент зеленая крыса в клетке духовного чувства уменьшилась до крошечной точки, и, издав последний крик отчаяния, она рассыпалась в прах. Хань Ли, увидев это, испытал облегчение, и он отвел свою клетку духовного чувства. Поглотив всю постороннюю зловещую Ци, он смог снова контролировать свое тело, но искусство зловещей души все еще было полностью вне его контроля, продолжая стремительно направлять окружающую зловещую Ци к его бессмертным акупунктурным точкам. 2 глухих удара раздались один за другим, когда были открыты еще 2 бессмертные акупунктурные точки. Хань Ли содрогнулся, когда багровый цвет его лица стал еще более выраженным. Из уголка его губ потекла струйка крови, его грудь сильно вздымалась, а аура стала очень неустойчивой. Он поспешно направил свою бессмертную духовную силу, чтобы защитить свое тело и меридианы, но в конечном итоге решил не пытаться остановить неистовую работу искусства зловещей души. После того, что показалось вечностью, плотность зловещей Ци вокруг Хань Ли достигла ужасающего уровня, и казалось, что по всему его телу пляшут шары черного пламени. Его лицо стало таким темно-багровым, что было практически черным, и кровь продолжала течь у него изо рта, но его глаза были наполнены восторгом.
К этому моменту в его теле уже было открыто 106 бессмертных акупунктурных точек, но искусство зловещей души все еще работало на пределе, неистово пожирая окружающую зловещую ци. Внутри тела Хань Ли раздался глухой удар, когда была открыта еще одна бессмертная акупунктурная, и он содрогнулся, невольно выплюнув полный рот крови, но радость в его глазах только усилилась. Открыв 107 бессмертных акупунктурных точек, он достиг пика стадии золотого бессмертного, и всего один шаг отделял его от стадии высшего зенита. Как раз в этот момент все 107 бессмертных акупунктурных точек внезапно начали дрожать в унисон, словно резонируя друг с другом, и окружающая ци происхождения мира начала быстро устремляться к ним. Войдя в тело Хань Ли, ци происхождения мира была преобразована во всплески чистой бессмертной духовной силы, которая, подобно неистовой реке, потекла по его меридианам. Похоже, что искусство зловещей души, наконец, исчерпало себя, и оно медленно начало затихать, прежде чем полностью остановиться. Хань Ли в полном изнеможении рухнул на землю, как будто в его теле не осталось ни капли сил. Немного полежав, он призвал восстанавливающую пилюлю, прежде чем проглотить ее, затем выпрямился и, закрыв глаза, начал медитировать. Долгое время спустя он открыл глаза, и багровый цвет его лица в основном исчез, что явно указывало на то, что он уже почти оправился от ран. Сделав глубокий вдох, он поднялся на ноги и, почувствовав невероятную бессмертную духовную силу, текущую по его телу, не смог сдержать восторга. Последовательность событий, произошедшая только что, была чрезвычайно опасной. Похоже, в туше гигантской крысы остался какой-то фрагмент души, или, возможно, скелет за бесчисленное количество лет развил собственное сознание. Как бы то ни было, он попытался использовать свою огромную зловещую ци, чтобы проникнуть в духовное чувство Хань Ли. Столкнувшись с таким огромным притоком зловещей ци, он был полностью обездвижен, и, даже если бы на его месте был среднестатистически совершенствующийся стадии высшего зенита, его душа была бы уже давно уничтожена, заставив его отдать свое тело зеленой крысе. Только благодаря сочетанию искусства зловещей души и своего грозного духовного чувства, Хань Ли смог пережить эту бурю, и в процессе он получил невероятную награду. Открыв 107 бессмертных акупунктурных точек, он теперь был всего в шаге от достижения стадии высшего зенита. Однако, очевидным недостатком всего этого было то, что в его теле теперь было огромное количество зловещей ци, и это его довольно сильно беспокоило. Глава 587. Совместное использование. Хань Ли, немного придя в себя, снова обратил свое внимание на тушу гигантской крысы неподалеку. В этот момент зловещая ци, исходящая от нее, была гораздо скуднее, чем раньше. Вместо того, чтобы сразу же подойти к туше, Хань Ли сделал ручную печать, чтобы снова активировать формацию вокруг нее, ускорив процесс рассеивания зловещей ци. Почти час спустя вся зловещая ци в туше, наконец, рассеялась. В этот момент скелет выглядел еще более прозрачным, чем раньше, до такой степени, что Хань Ли практически мог видеть, как сквозь него течет духовная сила. Хань Ли на мгновение осмотрел окрестности, прежде чем взмахом рукава убрать тушу и инструменты формации вокруг нее, а затем полосой лазурного света начал подниматься из оврага. На каменном утесе на вершине оврага Цзинь-Тун со встревоженным выражением лица расхаживала взад-вперед, время от времени заглядывая во враг. «Успокойся, Цзинь-Тун. Я уверен, что с хозяином все в порядке», — сказал Сябай, лежа на земле со скучающим видом. «Я не могу просто сидеть сложа руки. До конца 20-летнего срока осталось не так много времени, а дядя все еще не вышел. С ним, должно быть, что-то случилось. Я должна спуститься туда». С мрачным выражением лица решила Цзинь-Тун. Даос Се подплыл к ней, чтобы остановить, и сказал: «Я пойду. Я марионетка, поэтому зловещая ци во враге не так сильно на меня повлияет». Услышав это, на лице Цзинь-Тун появилось благодарное выражение, и она уже собиралась что-то сказать, как вдруг снова повернулась к оврагу. Из глубины оврага поднималась полоса лазурного света, которая пробилась сквозь плотную зловещую ци, прежде чем быстро достичь вершины утеса. Лазурный свет рассеялся, явив никого иного, как Хань Ли, и на лице Цзинь-Тун тут же появилось недовольное выражение, но прежде чем она успела пожаловаться Хань Ли на его запоздалое возвращение, ее выражение лица внезапно резко изменилось, и она воскликнула: «Дядя! Твоя база совершенствования!» Сябай и Даос Се тоже подошли к Хань Ли, и на лице первого появилось ошеломленное выражение, когда он с восторгом воскликнул: «Хозяин, вы достигли пика стадии золотого бессмертного». «Как?» «Вы, безусловно, никогда не разочаровываете, товарищ Даос Хань», — похвалил Даос Се. «Ты что, нашел там какое-то сокровище и съел его, не сказав мне? Вот почему твоя база совершенствования так резко возросла?» Обвиняющим тоном спросила Цзинь-Тун. Однако, затем она заметила, что во внешности Хань Ли что-то изменилось, и спросила:
И почему у тебя глаза стали серыми? Они так круто выглядят. Хань Ли, услышав это, слегка изменился в лице и поднял руку, чтобы создать зеркало из водяного пара. И действительно, его зрачки стали серыми, что делало его довольно похожим на Мо Юй. Похоже, Мо Юй все-таки не рассказал мне всю правду об искусстве зловещей души, подумал про себя Хань Ли, тихо вздохнув. Цзинь Тун немного встревожилась, видя, что Хань Ли молчит, и она поспешно спросила. «Что случилось, дядя? Что-то произошло. Я расскажу тебе о том, что произошло во враге, в другой раз. А сейчас пойдем со мной, я нашел во враге кое-что, что должно вам пригодиться», — ответил Хань Ли. «Так там действительно есть сокровище». Воскликнула Цзинь Тун, ее глаза загорелись от волнения. Но я ничего не почувствовал, с озадаченным выражением лица задумался Сиабай. «Вы увидите, что это такое, когда мы туда доберемся. Брат Се, мне придется побеспокоить тебя, чтобы ты присмотрел за формацией, пока нас не будет», — сказал Хань Ли, повернувшись к Даосу Се. После этого он еще раз взглянул на свое отражение в зеркале, которое он создал, и обнаружил, что его зрачки вернулись к своему первоначальному цвету. Даос Се кивнул в ответ, и Хань Ли с благодарностью сложил кулак в приветственном жесте, а затем, полосой лазурного света, полетел обратно во враг, взяв с собой Цзинь Тун и Сиабая. Вскоре все трое скрылись в зловещей ци внизу. После того, как Хань Ли поглотил всю зловещую ци из туши гигантской крысы, он стал гораздо более чувствителен к зловещей ци, и отторжение зловещей ци его телом также значительно уменьшилось. В то же время влияние, которое окружающая зловещая ци оказывала на него, стало практически незначительным, и он даже смог на очень примитивном уровне контролировать зловещую ци. Вернувшись на дно оврага, Хань Ли подошел к туше гигантской крысы, а затем начал быстро складывать ручные печати. Из его тела вырвалась вспышка невидимой силы, которая оттеснила окружающую зловещую ци, создав пространство, совершенно свободное от зловещей ци. После этого он взмахнул рукавом, выпустив две полосы света, одну золотую и одну белую, которые превратились в Цзинь Тун и Сиабая. Как только она появилась, Цзинь Тун, слегка нахмурив брови, пожаловалась. «Здесь так много зловещей ци». Напротив, взгляд Сиабая тут же упал на тушу гигантской крысы. Заметив, на что смотрит Сиабай, Цзинь Тун тоже обратила свой взгляд на огромный зеленый скелет, и на ее лице появилось восторженное выражение, когда она полосой золотого света бросилась к нему. Однако, она только-только начала лететь к туше, как ее оттянул назад Хань Ли. «Подожди». Эта туша раньше содержала огромное количество зловещей ци. Несмотря на то, что зловещая ци уже рассеялась, все еще нет никакой гарантии, что она не окажет на тебя пагубного воздействия, поэтому тебе следует сначала внимательно ее изучить, посоветовал Хань Ли. Не беспокойтесь, это количество зловещей ци не сможет причинить мне вреда. Отпусти меня, я умру, если не съем эту штуку. После того, как я с ним закончу, возможно, моя база совершенствования тоже значительно повысится. Настойчиво призвала Цзинь Тун, стирая слюну, стекавшую у нее изо рта. «А мне можно немного, хозяин?» С надеждой в голосе спросил Сиабай. «Сейчас немного особые обстоятельства. Если поедание этого скелета поможет Цзинь Тун совершить прорыв, то у нас будет больше шансов против бессмертного золотого пожирателя, поэтому, боюсь, нам придется пока отдать приоритет Цзинь Тун», — ответил Хань Ли. «Хорошо», — уныло вздохнул Сиабай. «Если нам удастся пережить эту передрягу, я обязательно найду способ компенсировать тебе это», — успокоил Хань Ли, похлопав Сиабая по голове. Все это время внимание Цзинь Тун было приковано к скелету, и ее нетерпение с каждой секундой только росло. Она с нетерпением посмотрела на Хань Ли и спросила. «Я могу начать есть, дядя?» Хань Ли мог только обреченно кивнуть в ответ. Цзинь Тун была в восторге, и она немедленно бросилась вперед, превратившись в гигантского золотого жука, чтобы полакомиться лежащим перед ней деликатесом, в то время как Сиабай мог только с завистью наблюдать за этим. Однако, вскоре после того, как Цзинь Тун начала свой пир, она внезапно вернулась к своему человеческому облику, а затем слетела с гигантского скелета крысы, держа в руке длинную зеленую кость, примерно такой же толщины, как человеческая рука. Затем она с озадаченным выражением лица подлетела к Хань Ли и сказала: «Взгляни на эту кость, дядя». Я чуть не сломала зуб, пытаясь ее съесть. Услышав это, Хань Ли принял кость у Цзинь Тун, а затем начал внимательно ее осматривать, после чего на его лице появилось удивленное выражение. Сразу же после этого над его рукой возникла вспышка лазурного света, когда он влил в кость струйку бессмертной духовной силы, и она тут же начала ярко светиться, когда на ее поверхности появилась руна, которую Хань Ли никогда раньше не видел, излучая всплески мощных пространственных колебаний. Это пространственное сокровище, может быть, это его инструмент для хранения.
Хань Ли попытался влить в кость больше своей бессмертной духовной силы, но все, что это сделало, заставило кость светиться еще ярче, и она стала такой же сияющей и прозрачной, как кусок безупречного нефрита, но больше никак не реагировала. Что бы Хань Ли не пытался сделать, кость просто светилась, и Хань Ли не смог ни очистить ее, ни понять, для чего она предназначена. В этот момент Цзинь Тун уже вернулась на гигантский скелет крысы в своем облике золотого жука. Некоторое время спустя со скелета спустилась полоса золотого света, которая затем вернулась к человеческому облику Цзинь Тун, и она вытерла тыльной стороной ладони губы, а затем, похлопав по своему раздувшемуся животику, довольно рыгнула. «Я наелась. Можешь доесть остальное, Сиабай», — щедро заявила она, указывая на то, что осталось от скелета. Сиабай был совершенно ошеломлен этим предложением, и Цзинь Тун ударила его по голове, призвав: «Чего ты ждешь? Поторопись, пока я не передумала». Сиабай, естественно, хотел воспользоваться этим предложением, но все еще немного колебался. «Ты один из нас, поэтому я не могу просто съесть весь скелет и ничего тебе не оставить. Кроме того, этот скелет действительно очень сытный. Я уже на полпути начала чувствовать себя немного переевшей. Мне, определенно, потребуется некоторое время, чтобы переварить то, что я съела. Вдобавок ко всему, я съела довольно много твоих бессмертных сокровищ, пока была у тебя в желудке, так что это компенсация», — сказала Цзинь Тун. Сиабай, услышав это, был очень тронут, но все еще не спешил принять предложение Цзинь Тун. Вместо этого он сначала посмотрел на Хань Ли, ожидая его одобрения. «Сделаем, как она сказала», — кивнув, сказал Хань Ли, и Сиабай, естественно, был более чем счастлив подчиниться, резко увеличившись в размерах, прежде чем одним укусом поглотить остатки скелета. После этого он вернулся к своему первоначальному размеру, а Цзинь Тун похвалила: «Должна признать, твоя способность проглатывать все одним махом действительно впечатляет. Даже я не могу не завидовать». «Хорошо, теперь сосредоточься на переваривании скелета», — с улыбкой сказал Хань Ли. «Кстати, о переваривании я начинаю чувствовать сонливость». Цзинь Тун, говоря, невольно зевнула, а затем быстро превратилась в крошечного золотого жука, прежде чем упасть на землю. Хань Ли протянул руку, чтобы поймать ее, а затем убрал в мешочек для духовных зверей. «Хозяин, в этом скелете было огромное количество энергии, поэтому мне тоже нужно на какое-то время уйти в уединение», — сказал Сиабай. Хань Ли кивнул в ответ, а затем перевернул руку, чтобы достать еще один мешочек для духовных зверей, прежде чем тоже убрать туда Сиабая. Глава 588. Отчаянная борьба. После того, как Цзинь Тун и Сиабай поглотили скелет гигантской крысы, дно оврага внезапно стало гораздо просторнее. Хань Ли обвел взглядом окрестности и внезапно заметил, что у подножия скалы, которую раньше скрывал скелет, мерцают какие-то пятнышки зеленого света. Он подошел к этому месту, а затем наклонился, чтобы посмотреть, и обнаружил, что там растет около дюжины полупрозрачных растений высотой около 30 сантиметров. Их листья были такими же тонкими и прозрачными, как ледяные кристаллы, а прожилки внутри были очень хорошо видны и излучали слабый зеленый свет. Хань Ли кратко осмотрел странные растения своим духовным чувством, но не смог обнаружить в них никакой особой ауры. Несмотря на то, что он не смог опознать эти растения, было ясно, что это не просто какие-то обычные растения, учитывая, что они смогли вырасти на дне оврага с таким огромным количеством зловещицы вокруг. Однако, у него не было времени, чтобы обдумывать это. Поэтому он перевернул руку, чтобы достать около дюжины белых нефритовых коробок, а затем вырвал с корнем все зеленые растения, прежде чем аккуратно поместить их в коробки и наклеить на каждую коробку серебряный талисман. После этого он на мгновение замер на месте, словно глубоко задумавшись, а затем внезапно сказал: «Выходи, Могуан». Как только его голос стих, его тень внезапно стала чернильно-черной, а затем постепенно вытянулась примерно вдвое по сравнению с первоначальным размером, после чего из нее вышел Могуан. «Вы приняли решение по моему предложению, товарищ Даос Хань?» — с улыбкой спросил Могуан. «Я знаю ценность тела серого бессмертного. Сейчас мы находимся в серьезном кризисе, поэтому, если ты сможешь максимально использовать это тело, то у меня нет причин отказываться от твоего предложения», — ответил Хань Ли. «Будьте уверены, товарищ Даос, между нами заключен небесный дьявольский контракт, поэтому между нами существуют отношения взаимозависимости. Чем сильнее я стану, тем сильнее станете и вы, поэтому, в конечном счете, это все равно будет вам выгодно», — с проблеском радости в глазах сказал Могуан. «Это правда. Однако, мое понимание серых бессмертных очень ограничено, поэтому, в качестве меры предосторожности, мне нужно будет внедрить в ваше тело несколько ограничений. Вы согласны?» — спросил Хань Ли. Могуан, услышав это, слегка замешкался, а затем кивнул в ответ. «Конечно.
Хань Ли больше не стал тратить время на слова, когда он соединил средний и указательный пальцы, прежде чем указать именно свою межбровную точку, выпустив всплеск духовного чувства, который упал на Мо Гуана. После этого он сложил ручную печать и направил свою технику духовного очищения, после чего из его межбровья выстрелило несколько полупрозрачных нитей, прежде чем вонзиться в межбровье Мо Гуана, грудь, дантянь и несколько других жизненно важных областей. Мо Гуан издал приглушенный стон, и его лицо слегка исказилось от боли, но он просто молча терпел. Некоторое время спустя боль на его лице исчезла, и Хань Ли убрал пальцы со своей межбровной точки, сказав: «Эти ограничения никак не повлияют на вас при обычных обстоятельствах, но как только вы войдете в тело серого бессмертного, если вы случайно попадете под контроль его остаточного сознания или что-то в этом роде, и попытаетесь сделать что-то не то, то эти ограничения активируются сами по себе. Если это произойдет, то даже я могу не успеть остановить их. Будьте уверены, товарищ Даос Хань, эти ограничения никогда не придется задействовать», — с улыбкой сказал Мо Гуан. «Было бы здорово. Прежде чем ты начнешь очищать тело серого бессмертного аватара, мне нужно, чтобы ты подробно рассказал мне о процессе очищения», — с серьезным выражением лица сказал Хань Ли. Мо Гуан кивнул в ответ и сделал, как ему было сказано. Хань Ли слушал описание процесса очищения, одновременно сравнивая его с содержанием нефритового свитка, который ему ранее дал Мо Гуан, задавая вопросы, если ему что-то было непонятно. 3 дня спустя на дне оврага появилась треугольная формация, в которую были встроены черные кристаллы костного мозга. Хань Ли и Мо Гуан стояли по обе стороны формации, а в ее центре было помещено тело серого бессмертного. Они обменялись взглядами, а затем одновременно сели, скрестив ноги, сложив ручные печати и начиная читать заклинание. Когда черные кристаллы костного мозга в формации начали загораться, в центре формации поднялось черное пламя, которое не излучало никакого тепла, окутав тело серого бессмертного, чтобы начать процесс очищения. Почти год пролетел как одно мгновение. Дно оврага было наполнено зловещей ци, а треугольная формация была полностью окутана облаком плотного черного тумана. Хань Ли сидел, скрестив ноги, в 3 метрах от формации, над его телом мерцал слой лазурного света, и от него распространялись волны золотых пульсаций, излучая своеобразные колебания энергии. Мгновение спустя из его лица внезапно вырвалась вспышка черной зловещей ци, которая на мгновение вспыхнула, а затем снова исчезла. Вскоре после этого Хань Ли открыл глаза, и его зрачки ярко светились серебряным светом. В последнее время его глаза периодически приобретали этот серый цвет, и время и продолжительность этих приступов изменения цвета глаз, казалось, были совершенно случайными. Более того, с каждым последующим разом Хань Ли чувствовал, как вспышка зловещей ци в глубине его сознания становится все сильнее и сильнее, а в его сердце поднималось необоснованное чувство агрессии. Если бы не его грозное духовное чувство, он, скорее всего, уже стал бы жертвой этой агрессии. Хань Ли выдохнул, когда слой зловещей ци на его лице постепенно исчез, а его зрачки тоже вернулись в норму, после чего он снова закрыл глаза, чтобы помедитировать. 2 месяца спустя. Со дна оврага внезапно раздался грохот, и плотная зловещая ци начала яростно бурлить. Зловещая ци поднялась так высоко, что практически выплеснулась из оврага, и в глазах Даоса Се, наблюдающего за происходящим сверху, появилось озадаченное выражение. В этот момент в центре треугольной формации находился огромный вихрь зловещей ци, который яростно крутился. За пределами формации стояли Хань Ли и Мо Гуан, скрестив руки за спиной, и оба они выглядели довольно усталыми. Мои искренние извинения, товарищ Даос Хань. Я думал, что процесс очищения будет завершен всего за 64 дня, но никак не мог подумать, что это займет так много времени, сказал Мо Гуан, пристально глядя на огромный вихрь зловещей ци в центре формации. Все в порядке, у нас еще есть время. Насколько ты уверен в том, что сможешь успешно завершить слияние? Спросил Хань Ли, устремив свой взгляд на тело серого бессмертного в центре формации. По сравнению с тем, когда его впервые обнаружили, тело значительно увеличилось в размерах, а также стало выглядеть более упругим и полным жизненной силы. Его иссохшие и зловещие черты лица также стали гораздо мягче, и он, наконец, начал напоминать живого человека. По правде говоря, мои шансы на успех составляют всего около 50%. Если мне удастся успешно захватить это тело, моя база совершенствования поднимется до стадии Золотого Бессмертного, и я, возможно, даже смогу сразу достичь поздней стадии Золотого Бессмертного. Однако, если я потерплю неудачу, то окажусь в ловушке этого тела, обреченной стать для него пищей, с кривой улыбкой ответил Мо Гуан. Почему ты предложил этот метод, если он связан с таким риском? Спросил Хань Ли. У меня не было выбора. Ваша база совершенствования развивается с невероятной скоростью, и все ваши духовные питомцы и марионетки тоже гораздо могущественнее меня. Сейчас я для вас не более чем лишний груз. Если я не пойду на этот риск, то в конце концов меня просто забудут или бросят, вздохнул Мо Гуан.
Интересный взгляд на вещи, двусмысленно ответил Хань Ли. Хорошо, я иду. Пожелайте мне удачи, товарищ Даос Хань, сказал Мо Гуан, а затем черной тенью влетел в кружащийся вихрь. Раздался оглушительный грохот, и тело серого бессмертного в центре треугольной формации внезапно выпрямилось. Его глаза все еще были совершенно безжизненного серого цвета, но его рот был невероятно широко раскрыт. Хань Ли наблюдал, как Мо Гуан, головой вперед, влетел в пасть тела, быстро проникнув в его живот потоком черного тумана. Сразу же после этого тело серого бессмертного начало неконтролируемо дрожать, беспорядочно двигая конечностями. Более того, по всему его телу появились отверстия, похожие на бесчисленные бессмертные акупунктурные точки, и они неистово поглощали черную зловещую ци во враге. Это зрелище длилось целый месяц, прежде чем вихрь зловещей ци во враге, наконец, исчез, и к этому моменту тело серого бессмертного уже вернулось в свое первоначальное состояние, но оно все еще парило в воздухе совершенно неподвижно. Хань Ли стоял рядом, и он, направив на тело свое духовное чувство, обнаружил, что оно не излучает никаких колебаний энергии. Если бы не его связь с Мо Гуаном через их небесный дьявольский контракт, он бы уже подумал, что Мо Гуан был поглощен телом серого бессмертного в качестве пищи. Хань Ли покачал головой, тихо вздохнув. Внезапно он поднял бровь, прежде чем взмахнуть рукавом, чтобы призвать Цзинь Тун, и спросил. «Ну, как? Ты укрепила свою базу совершенствования. После того, как я съела 2 пилюли, которые ты мне дал, я укрепила свою нынешнюю базу совершенствования, но не смогла продвинуться дальше», с немного разочарованным выражением лица ответила Цзинь Тун. Хань Ли, увидев ее разочарованное выражение лица, усмехнулся и сказал. «Стадия высшего зенита — это серьезное препятствие, которое невероятно трудно преодолеть. Ты же видела, как эти ребята дрались за пилюли высшего зенита в бессмертном поместье Адского Мороза. Чтобы достичь стадии высшего зенита, тебе нужно было всего лишь съесть полскелета, как ты можешь быть все еще недовольна?» 7 дней назад Цзинь Тун внезапно проснулась и достигла ранней стадии высшего зенита. Более того, казалось, что на нее не подействовал ни один из 5 распадов, к большому удивлению Хань Ли. Глава 589. Пробуждение. Если бы я только могла достичь средней стадии высшего зенита. Тогда бы нам было бы гораздо легче справиться с этой тварью, вздохнула Цзинь Тун. У Хань Ли, увидев это, появилось сочувствие. Казалось, что за то время, пока их преследовал бессмертный золотой пожиратель, Цзинь Тун очень повзрослела. Однако, то, что Цзинь Тун сказала дальше, тут же дало ему понять, что она все еще остается той же жадной маленькой девочкой. «Это тело выглядит очень хорошо, дядя. Может, мне его тоже съесть? Может быть, это позволит мне достичь средней стадии высшего зенита. Это тело серого бессмертного, и оно наполнено зловещей ци. Ты уверена, что хочешь его съесть?» С раздражением спросил Хань Ли. Услышав это, Цзинь Тун тут же начала энергично качать головой. «Если подумать, я еще не до конца переварила то, что съела раньше. У Сябая аппетит гораздо лучше, чем у меня, так что он может съесть это тело». Как раз в этот момент из тела внезапно раздался звук дыхания, и Хань Ли поспешно подошел к нему и обнаружил, что его грудь слегка вздымается, словно он начал дышать. Более того, его глаза были закрыты, а глазные яблоки под веками беспорядочно метались, как будто он попал в какой-то кошмар и отчаянно пытается проснуться, но безуспешно. Цзинь Тун, увидев это, очень удивилась и спросила. «Почему эта штука снова жива? И, судя по всему, ему снится кошмар?» Хань Ли не ответил, и он внезапно вспомнил о том, что видел еще в бессмертном поместье Адского Мороза. В то время тело Мо Юй тоже было живым трупом, но он не смог проснуться из-за отсутствия души. Тот факт, что это тело было успешно воскрешено, означал, что процесс очищения и интеграции Мо Гуана был успешным, но почему он все еще без сознания? В чем проблема? После длительных раздумий в глазах Хань Ли внезапно появилось просветленное выражение. Помимо восстановления души Мо Юя, был еще один важный фактор, способствовавший пробуждению тела в бессмертном поместье Адского Мороза, и это была пилюля происхождения пустоты. Еще тогда Змей-3 приложил немало усилий, чтобы найти Хань Ли и попросить его изготовить для нее пилюлю происхождения пустоты, и это, определенно, не было бесцельным жестом. Как оказалось, пилюля происхождения пустоты сыграла ключевую роль в воскрешении Мо Юя. С этой мыслью Хань Ли немедленно перевернул руку, чтобы достать пилюлю происхождения пустоты, затем, зажав пальцами щеки серого бессмертного, заставил его открыть рот, прежде чем скормить ему пилюлю. После этого Хань Ли отступил на 9 метров, чтобы продолжить наблюдение. Цзинь Тун, увидев это, была несколько озадачена, но не стала задавать никаких вопросов, и вместе с Хань Ли тоже отступила на безопасное расстояние.
Немного погодя раздалась громкая отрыжка, и изо рта серого бессмертного вырвался клуб плотного черного дыма. Увидев это, на лице Хань Ли появилось встревоженное выражение, и он, тут же затащив Цзинь Тун за собой, начал направлять свою технику духовного очищения. Как раз в этот момент из тела серого бессмертного внезапно раздался голос Мо Гуана. «Не нападайте, товарищ Даос Хань. Это я». После этого тело серого бессмертного начало двигаться, он тряс своими конечностями, словно привыкал к ним. «Докажи это». Холодным голосом потребовал Хань Ли, ни на секунду не теряя бдительности. Мо Гуан на мгновение замялся, а затем, сложив ручную печать и открыв рот, выпустил облако чернильно-черной зловещей ци, которая превратилась в черный свиток, медленно развернувшийся перед Хань Ли. Хань Ли, проведя своим духовным чувством по свитку, обнаружил, что это был небесный дьявольский контракт, который они заключили, но, несмотря на это, он все еще оставался настороже. Мо Гуан чувствовал ограничения, которые Хань Ли наложил на его тело с помощью своей техники духовного очищения, и он, открыв рот, чтобы снова проглотить черный свиток, обреченно вздохнул. «Ты все такой же осторожный, товарищ Даос Хань. Если бы я не был таким осторожным, Малян все еще был бы твоим партнером по контракту», безразличным тоном сказал Хань Ли. «Вначале я не думал об этом, но чем больше времени я провожу с тобой, тем яснее понимаю, что такие, как Малян, никогда не смогут сравниться с тобой», с улыбкой сказал Мо Гуан. «Вместо того, чтобы пытаться мне льстить, почему бы тебе не объяснить, какова твоя нынешняя база совершенствования? Почему она отличается от того, что ты мне говорил?» Холодным голосом спросил Хань Ли. В этот момент Мо Гуан был на ранней стадии высшего зенита, но его совершенствование постоянно колебалось, как пламя, качающееся на ветру, не в силах обрести стабильность. Цзинь Тун, услышав враждебность в голосе Хань Ли, больше не стала сдерживать свою ауру ранней стадии высшего зенита и начала с недружелюбным выражением лица смотреть на Мо Гуана. Мо Гуан, увидев это, поспешно поднял руки и объяснил. «Пожалуйста, не поймите меня неправильно, товарищ Даосли. Только войдя в это тело, я понял, что оно гораздо могущественнее, чем я предполагал. Оно полностью подавило меня, и если бы вы вовремя не накормили меня той пилюлей, я бы, скорее всего, уже перестал существовать. Процесс интеграции только что завершился, но ты уже на ранней стадии высшего зенита. Не похоже, чтобы ты был в какой-то опасности, товарищ Даос Мо Гуан», скептически возразил Хань Ли. «Я сейчас всего лишь на стадии истинного бессмертного, поэтому я действительно откусил больше, чем мог проглотить, пытаясь захватить это тело. В результате моя база совершенствования в данный момент довольно нестабильна. Как только она стабилизируется, я вернусь к поздней стадии золотого бессмертного. В лучшем случае я смогу лишь непродолжительное время оставаться на стадии высшего зенита», с кривой улыбкой ответил Мо Гуан. Через их духовную связь Хань Ли мог чувствовать, что аура Мо Гуана действительно постепенно падает до поздней стадии золотого бессмертного, и беспокойство в его сердце, наконец, улеглось. «Похоже, ты говоришь правду. В таком случае я тебе доверюсь. Не волнуйся и потрать немного времени, чтобы восстановиться, я присмотрю за тобой», сказал Хань Ли. «Благодарю вас», — ответил Мо Гуан, а затем немедленно сел, скрестив ноги, и начал медитировать. В небе над лазурным горным хребтом парил огромный шар полупрозрачного белого света. Шар света был размером в несколько десятков гектаров, и по его поверхности беспрестанно пробегали волны белого света, создавая калейдоскопический эффект, который завораживал зрителя. Шар света был невероятно заметным, но ни один из ближайших демонических зверей не смел к нему приблизиться. Наоборот, все они отчаянно пытались как можно дальше от него убраться. В центре шара белого света виднелся гигантский золотой жук, и это был никто иной, как бессмертный золотой пожиратель стадии высшего зенита. В этот момент он был совершенно неподвижен, словно заморожен, а его глаза были полуоткрыты и выглядели довольно тусклыми. Более того, в каждом его зрачке кружился крошечный белый вихрь. Если бы эти белые вихри можно было увеличить в 100 раз, то можно было бы увидеть, что они образованы бесчисленными белыми искорками, внутри каждой из которых мерцало изображение. На одном из изображений бессмертный золотой пожиратель уже вернулся к расе насекомых, и он повел армию расы насекомых на истребление всех ближайших поселений расы зверей, захватив в процессе огромное количество территории и ресурсов. Некоторое время спустя, на другом изображении, в первобытных землях появился еще один бессмертный золотой пожиратель. После некоторой борьбы ему удалось выследить и поглотить этого бессмертного золотого пожирателя. В подземной пещере, глубоко под территорией расы насекомых, бессмертный золотой пожиратель лежал, свернувшись калачиком на огромной золотой каменной кровати, и на его лице было болезненное выражение. Все его тело излучало чрезвычайно сияющий золотистый свет, а также грозные колебания ауры, которые беспрестанно волновались, неуклонно приближаясь к узкому месту. Как раз в этот момент колебания ауры, исходящие от его тела, стали еще более неистовыми, и они, словно неистовые волны, обрушивались на узкое место.
С каждой волной, которая прокатывалась по подземной пещере, она яростно дрожала, когда бесчисленные осколки камней падали сверху. Громовые раскаты раздавались один за другим, и интервалы между ними неуклонно сокращались. Все это время золотой свет, исходящий от тела бессмертного золотого пожирателя, становился все ярче и ярче, пока не стал таким же сияющим, как солнце. Золотой свет заполнил всю подземную пещеру, и он колыхался, как вода. Несмотря на то, что стены пещеры были укреплены бессмертным золотым пожирателем, на их поверхности все равно начали появляться бесчисленные трещины, которые постепенно расширялись. Как раз в этот момент изнутри золотого света внезапно раздался громкий визг, после чего вырвалась грозная аура. Окружающая подземная пещера, не оказав никакого сопротивления, мгновенно была полностью разрушена, и вся гора также рассыпалась. С неба начали падать бесчисленные камни разного размера, которые, соприкоснувшись с золотым светом, тут же были отброшены. В этот момент в центре золотого света парил огромный золотой кокон, и он был усеян глубокими золотыми узорами, которые излучали грозные колебания силы закона. Ближайшая ци происхождения мира в неистовом водовороте сошлась, образовав шары сияющего золотого света, которые беспрестанно устремлялись в золотой кокон, делая его все толще и толще. В то же время внутри кокона беспрестанно раздавались громовые раскаты, как будто внутри формируется что-то ужасающее. Внутри золотого кокона бессмертный золотой пожиратель превратился в высокого и внушительного мужчину с густыми бровями и квадратным лицом, на котором были золотые узоры, что представляло собой довольно своеобразное зрелище. В тело мужчины из окружающего золотого кокона постоянно вливались лучи золотого света, и его аура все еще неуклонно возрастала. Наконец-то! Я, наконец, вернулся на стадию великого объединения. С восторгом проревел мужчина, запрокинув голову, но как раз в этот момент окружающее пространство внезапно сильно задрожало, и на нем появилась серия трещин. В конце концов, все пространство рассыпалось, как оконное стекло, а затем распалось на искорки полупрозрачного света. Восторженное выражение лица мужчины застыло, когда он ошеломленно замер на месте. Глава 590. Последнее приготовление. В небе над лазурным горным хребтом шар белого света начал беспорядочно мерцать, из него вырвалось бесчисленное множество белых рун. Затем раздался глухой удар, когда шар света внезапно взорвался, рассыпавшись на бесчисленные пятнышки белого духовного света. Бессмертный золотой пожиратель содрогнулся, когда в его остекленевших глазах медленно появился проблеск ясности, а белые вихри в глубине его зрачков исчезли, когда он с озадаченным выражением лица огляделся. Что случилось? Разве я уже не вернулся к расе насекомых и не достиг стадии великого объединения? Что я здесь делаю? Встревоженным и яростным голосом проревел он. Внезапно его выражение лица застыло, когда он устремил свой взгляд вперед. Он почувствовал ауру своей цели, которую он, как предполагалось, уже поймал и поглотил, и ее аура стала значительно мощнее, чем раньше. Неужели я попал в какую-то иллюзию? Ярость в глазах бессмертного золотого пожирателя постепенно угасла, когда он, чтобы осмотреть окрестности, повернулся. Был тихий и приятный день, над лазурным горным хребтом дул теплый ветерок, и, казалось, все было в порядке. Бессмертный золотой пожиратель быстро отвел взгляд, и на его лице появилось нерешительное выражение. Он поднял одну из своих передних лап, прежде чем вытянуть ее вперед, и золотой свет, исходящий от его тела, внезапно сошелся перед ним, образовав круглую золотую формацию. Внутри формации танцевало бесчисленное множество золотых рун, и казалось, что используется какая-то секретная техника. Внезапно в глазах бессмертного золотого пожирателя появилось ошеломленное выражение, и он воскликнул. «Я уже 20 лет здесь». Затем на его лице появилось испуганное выражение, когда он снова начал поспешно осматривать окрестности. Бессмертный золотой пожиратель уже бесчисленное количество лет жил в первобытных землях, поэтому он, естественно, был гораздо лучше знаком с первобытными землями, чем такой чужак, как Хань Ли. Раса насекомых и раса зверей были всего лишь незначительными расами, расположенными на окраине первобытных земель, в то время как истинными правителями этой земли были 4 расы монархов. Все 4 расы монархов были невероятно могущественны и владели огромными территориями, занимая все области первобытных земель с самой обильной духовной ци. Более того, в их рядах было бесчисленное множество могущественных существ, в том числе множество золотых бессмертных и нефритовых бессмертных, и во главе каждой из 4 рас стоял патриарх на стадии Великого Объединения, которых в совокупности называли 4 мудрицами. Бессмертный золотой пожиратель уже был на поздней стадии высшего зенита, поэтому он не боялся 4 монарших рас, но очень опасался 4 первобытных мудрецов. В данный момент он уже вошел на территорию одной из 4 монарших рас, а именно всемогущей расы крыс. Бессмертный золотой пожиратель проделал весь этот путь, преследуя Хань Ли Цзиньтун, но он, необъяснимым образом, оказался в ловушке иллюзии на 20 лет.
20 лет — это не так уж много, но бессмертный золотой пожиратель знал, что в первобытных землях поймать его в ловушку иллюзии на такой срок могли только 4 мудреца. С этой мыслью в его глазах появилось задумчивое выражение. Говорили, что патриарх Гау из всемогущей расы крыс был таинственным существом, которое очень редко появлялось в первобытных землях, и он, как предполагалось, не был особо искусен в иллюзиях. Вместо этого племя небесных лис, которое непосредственно граничило со всемогущей расой крыс, было гораздо более искусным в создании иллюзий. Может быть, это великий патриарх племени небесных лис на стадии Великого Объединения сделал это со мной? Но зачем? Он пытается предупредить меня, чтобы я не ступал на территорию 4 монарших рас? В голове бессмертного золотого пожирателя проносились бесчисленные мысли, но в конце концов его жадность победила осторожность, и он продолжил свой путь в виде гигантского шара золотого света. Над отвесной скалой у входа в темный овраг в воздухе парили 2 шара сияющего света, один золотой и один белый, которые излучали грозные ауры. Внутри этих шаров света находились никто иные, как Цзинь, Тун и Сиабай. Несмотря на то, что они оба стали значительно сильнее, чем раньше, они все еще не могли привыкнуть к зловещице на дне оврага, поэтому поднялись на поверхность, чтобы совершенствоваться. Как раз в этот момент шар золотого света внезапно рассеялся, явив Цзинь Тун, которая с мрачным выражением лица повернулась в определенном направлении. Глубоко во враге Хань Ли сидел, скрестив ноги на большом камне, направляя свою бессмертную духовную силу, одновременно оценивая состояние зловещей Ци в своем теле. Мо Гуан тоже сидел, скрестив ноги неподалеку, и над его телом вспыхивал черный свет, поскольку он продолжал поглощать зловещую Ци в окружающем пространстве. Несмотря на то, что он успешно захватил это тело, ему все еще нужно было продолжить укреплять его, чтобы завершить процесс интеграции. В этот момент тело выглядело еще более упругим, чем раньше. Его кожа стала чистой и гладкой, а его ранее иссохшие мышцы полностью округлились. Одетый в черную мантию, он ничем не отличался от обычного человека. Внезапно Хань Ли открыл глаза, и в его сознании раздался голос Цзинь Тун. «У нас проблемы, дядя. Эта тварь, должно быть, проснулась, и сейчас идет за нами». Хань Ли, услышав это, тут же поднялся на ноги, а затем, немного посчитав, пробормотал про себя. Ровно 20 лет, похоже, этот голос не лгал мне. Затем он повернулся, чтобы взглянуть на Мо Гуана, и решил не отвлекать Мо Гуана от совершенствования полосой лазурного света, поднявшись из оврага. Всего через несколько мгновений после ухода Хань Ли, Мо Гуан открыл глаза и с задумчивым выражением лица посмотрел вверх. Вскоре Хань Ли прибыл на утес, где находилась Цзинь Тун, и перед ним стояли и Цзинь Тун, и Сиабай. Дядя нервно начала Цзинь Тун, но, казалось, не знает, что сказать. Цзинь Тун, бессмертные золотые пожиратели боятся зловещей Ци? Внезапно спросил Хань Ли, взглянув на плотную зловещую Ци во враге. «Не совсем, но нам определенно не нравится зловещая Ци», ответила Цзинь Тун. «Если бы у нас была возможность сбежать, мы бы уже давно ушли от этого бессмертного золотого пожирателя. Видя, что мы не можем сбежать, мы можем просто подождать его здесь и избавить его от необходимости преследовать нас». С удивленной улыбкой сказал Хань Ли. «Я тоже так думаю. Мы оба стали гораздо могущественнее, чем раньше, и у нас также есть этот фальшивый Мо Гуан. Объединив все наши силы, я уверена, что мы сможем победить», ответила Цзинь Тун, и ее глаза загорелись от возбуждения. «Не забудьте про меня», неубедительным голосом возразил Сиабай. «Ах да, у нас еще есть Сиабай, ты, должно быть, сможешь выдержать хотя бы одну атаку», сказала Цзинь Тун, похлопав Сиабая по голове. «Хотя это правда, что все мы стали намного сильнее, мы не можем позволить себе расслабляться, столкнувшись с бессмертным золотым пожирателем на поздней стадии высшего зенита. Цзинь Тун, сколько еще у него уйдет времени, чтобы добраться сюда?» С мрачным выражением лица спросил Хань Ли. «При его нынешней скорости он должен быть здесь примерно через месяц», ответила Цзинь Тун. «Этого должно быть достаточно», пробормотал Хань Ли про себя, услышав это. Цзинь Тун и Сиабай могли сказать, что у Хань Ли есть план, и они оба почувствовали себя гораздо спокойнее. «Продолжайте совершенствоваться здесь. Цзинь Тун, следи за бессмертным золотым пожирателем и сразу сообщи мне, если что-то изменится», распорядился Хань Ли. «Можете на меня рассчитывать, дядя», ответила Цзинь Тун. После этого Хань Ли вернулся во враг и быстро достиг дна. Мо Гуан уже проснулся и, увидев Хань Ли, немедленно поднялся на ноги, прежде чем сложить кулак в приветствии. Хань Ли кратко рассказал Мо Гуану о том, что ему сообщила Цзинь Тун, а затем добавил. «Товарищ Даос Мо Гуан, нам понадобится твоя помощь, чтобы противостоять бессмертному золотому пожирателю. Я рад помочь. Я сразу же начну готовиться».
Не могу многого обещать, но, по крайней мере, я должен быть в состоянии 15 минут поддерживать свою силу стадии высшего зенита, когда придет время битвы, ответил Мо Гуан. Рад это слышать, с улыбкой сказал Хань Ли, а Мо Гуан вернулся к совершенствованию. На лице Хань Ли появилось задумчивое выражение, и он взмахнул рукавом, чтобы призвать большую стопку инструментов формации разных цветов, а Дао Се тоже появился рядом с ним во вспышке золотого света. «Дао Се, пожалуйста, помоги мне установить здесь эти формации», — сказал Хань Ли. Дао Се кивнул в ответ, затем взял у Хань Ли часть инструмента формации, и они вдвоем. Они почти полмесяца занимались этим, прежде чем завершили формации. В этот момент Хань Ли парил в воздухе, читая заклинания, и по всему оврагу беспрестанно вспыхивали точки света. По всей местности также распространялись всплески грозной силы, некоторые из которых были невероятно твердыми и сильными, в то время как другие были более мягкими и упругими, и все они работали вместе, чтобы взбудоражить окружающую зловещую ци. Внезапно все точки света и всплески силы исчезли, не оставив после себя никаких следов, а волнение в зловещей ци тоже быстро утихло. Хань Ли, увидев это, удовлетворенно кивнул, а затем спустился на дно оврага, где сел, скрестив ноги, прежде чем взмахнуть рукавом, призывая серию бессмертных сокровищ, все из которых ярко светились и излучали всплески колебаний силы закона. Хань Ли взял эти бессмертные сокровища и начал осматривать их одно за другим, делая последние приготовления к предстоящей битве. Он уже сделал все возможное, чтобы подготовиться к надвигающейся буре, но противник был бессмертным золотым пожирателем на поздней стадии высшего зенита, поэтому ему нужно было быть очень внимательным. Внимательно осмотрев все бессмертные сокровища, он убрал их, и на земле в этот момент осталась только небесная тыква. Хань Ли на мгновение посмотрел на тыкву, а затем, взяв ее, начал изучать ее отверстие. Эта часть все еще была более светлого цвета, чем остальная тыква, но она стала гораздо темнее, чем раньше, а зеленый свет, исходящий от тыквы, тоже стал ярче. Увидев это, на лице Хань Ли появилась легкая улыбка. Несмотря на то, что все это время он убегал от бессмертного золотого пожирателя, он не забывал поливать тыкву духовной жидкостью из флакона, контролирующего небеса, и это явно работало. В таком темпе она должна достичь полной зрелости не более чем за 100 лет. Хань Ли еще мгновение осмотрел тыкву, затем открыл рот, чтобы выпустить вспышку лазурного света, которая исчезла в ней. На ее поверхности тут же появился слой бесчисленных крошечных рун, и эти руны, подобно воде, постоянно текли, испуская всплески колебаний силы закона, которые удерживали всю зловещую ци в радиусе нескольких десятков метров. Друзья, эти главы, когда смертельная ловушка врага становится катализатором собственной эволюции, а команда синхронно выходит на новый уровень, прямо на пороге генерального сражения. Зеленая тень атакует разум Хань Ли, но его духовное чувство срабатывает как железная клетка, захватчик заперт, однако ценой колоссального прорыва зловещей ци прямо в тело. Вместо того, чтобы разорвать практика изнутри, эта темная энергия под чудовищным давлением пробивает и открывает разом 107 бессмертных акупунктурных точек, заменяя ему десятилетия медленной культивации и выводя в один шаг от стадии высшего зенита. Ловушка стала сверхскоростным катализатором. Цепная реакция захватывает всю команду. Цзиньтун поглощает гиблянский скелет крысы и достигает ранней стадии высшего зенита, а Мо Гуан с помощью пилюли происхождения пустоты перезапускает дремлющую энергию тела серого бессмертного и синхронизируется с ним как с новым сосудом. Но время неумолимо. Бессмертный золотой пожиратель осознает, что 20 лет блуждал в иллюзии, и возобновляет погоню. Через месяц он будет здесь. Хань Ли принимает решение перестать бегать и навязать бой на своих условиях. Овраг, пропитанный зловещей ци, идеальный тактический уравнитель. Среда будет подавлять силы пожирателя, тогда как герои только что через мучительную боль адаптировались к этой энергии. Половину оставшегося месяца Хань Ли вместе с марионеткой Даосом Се выстраивает боевые формации и готовит небесную тыкву к решающему удару. Готовлю продолжение.